Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям, обрядам и обычаям на 29 апреля. Также обращаем ваше внимание, что наступает у нас с вами и последняя неделя перед Пасхой. Поэтому сегодня все в этом видео более детально, далее в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите слово «изобилие». И пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Друзья, хотим все поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Очень-очень приятно. Итак, друзья, 29 апреля 2024 года в православной традиции наступает великий, чистый или страшный понедельник. Это первый день страстной недели, предшествующей Пасхе. Этот период является самым строгим постом в церковном календаре, который завершается величайшим праздником христиан, светлым воскресением Христовым, который мы все с вами вместе в этом году будем отмечать 5 мая. Чистый понедельник символизирует начало духовного и физического очищения в преддверии Пасхи. В этот день православные верующие традиционно занимаются уборкой дома, что символизирует избавление от духовной грязи и готовность к встрече с воскресшим Христом. По старинным обычаям также принято чистить животных, птичники, чтобы обеспечить благополучие и чистоту всему хозяйству. Страшный понедельник назван из-за строгости предписаний и осознания приближения вот таких вот тяжелых испытаний для Иисуса Христа. В этот день особенное внимание уделяется молитве и размышлению о страданиях Иисуса Христа. В народных традициях есть такая примета, что те, кто строго постится в этот день, воздерживается от еды и питья, будут вознаграждены удачей в летние месяцы. И это считалось, если вы найдете в летнем месяце птичьи гнезда, то это считается признаком особого благословения. В течение всей страстной недели, начиная с Великого понедельника, верующие соблюдают особенно строгий пост. В понедельник рекомендуется употреблять в пищу только растительные продукты, хлеб, мед, орехи, овощи и фрукты. Употребление мяса, молочных продуктов и яиц строго запрещено. Это мы, друзья, с вами говорим именно о посте, кто держит Великий пост. Также 29 апреля православная церковь чтит память 3 сестер-мучениц Агапии, Ирины и Хионии, которые стали символом христианской стойкости и мужества в конце III века. Эти женщины пострадали за свою веру во времена одного из самых жестоких преследований христиан, инициированных императором Диоклетианом. Агапия, Ирина и Хиония родились в городе Аквилея, расположенном на севере Италии. После смерти родителей в молодом возрасте сестры посвятили себя христианской вере и благочестивому образу жизни. Отказавшись от замужества и мирских удовольствий, они посвятили свою жизнь молитве и служению бедным. Их вера была подвергнута испытанию во время правления императора Диоклетиана, который в 303 году издал ряд указов, направленных на уничтожение христианства. Сестры были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам за отказ отречься от своей веры. Во время мучений сестер произошло несколько чудес, которые, однако, не смогли умилостивить их мучителей. Согласно преданиям, когда Ирину пронзали стрелами, она оставалась невредимой, пока не приняла мученическую смерть по своему собственному желанию, умоляя Бога принять ее душу. Агапию и Хионию жестоко сожгли на костре, но огонь, как говорят, не коснулся их душ, которые были преданы Богу. Тела святых сестер похоронила святая Анастасия Узорешительница, которая также пострадала за христианскую веру. Святая Анастасия, прославленная своими усилиями по утешению и помощи другим христианам-мученикам, обеспечила достойные похороны для своих сестер по вере.
Память о мученицах Агапе, Ирине и Хионии служит напоминанием о силе веры и духовной стойкости. Их история вдохновляет верующих на подражание их примеру в стойкости, уповании на Божью волю и готовности страдать ради высших идеалов. В православной церкви их память отмечается не только как дань уважения к их жертве, но и как вечное напоминание о ценности духовных идеалов перед лицом испытаний и преследований. 29 апреля в народном календаре традиционно этот день ассоциировался с рядом названий, которые были связаны с погодными условиями и сельскохозяйственными работами, прежде всего с посадкой и подготовкой к весеннему сезону. Поэтому народные названия этого дня, такие как Ирина Рассадница, Ирина Разрой берега, Ирина Урви берега и Ирина Заиграй овражки. Именно такие названия отражали глубокие связи между природными явлениями и земледелием, которые были замечены нашими предками. Ирина Рассадница – это символ начала активных полевых работ, особенно связанных с подготовкой и посадкой рассады. В этот период важно было правильно распределить силы и ресурсы, чтобы обеспечить хороший урожай. Народные названия и обычаи этого дня подчеркивают начало весенних масштабных работ в поле и на огороде. Ирина Разрой берега и Ирина Урви берега отражают важность и интенсивность весеннего таяния снегов, которое вызывает половодье. Эти названия символизировали силу воды, которая способна была изменить ландшафт, подчеркивая начало активной фазы весны, когда природа пробуждается от зимней спячки. А вот Ирина Заиграй овражки ассоциировалась с началом стока воды по оврагам и ручьям, что являлось важным фактором для обработки земли и посева. В этот день внимательно наблюдали за природой, так как поведение и состояние природы могли сказать о предстоящем сезоне. Если 29 апреля было тепло и сухо, это считалось благоприятным знаком, предвещающим хороший урожай и благополучный год. С другой стороны, холодная и дождливая погода в этот день могла предсказывать плохой урожай и трудности в сельском хозяйстве. Традиционно в этот день проводились различные ритуалы, связанные с почвой и с водой. К примеру, земледельцы могли проводить обряды, направленные на пробуждение плодородия земли. Это могли включать символические действия, такие как разрывание берегов, ритуал, который заключался в первой весенней пахоте или рытье каналов для отвода воды. Помним о том, что капуста является одним из древнейших культурных овощей, который на протяжении веков занимал центральное место в жизни и в быту нашего народа. 29 апреля, в день Ирины Рассадницы, крестьянки традиционно готовили ящики для рассады, высаживая огурчики и капусточку. Эта дата символизировала начало весенних посадочных работ, когда земля уже достаточно прогрелась для приживаемости молодых растений. Капуста не только является важной составляющей питания, но и занимает значительное место в культуре и фольклоре. Этот овощ входит в состав многих постных и традиционных блюд, что делает его незаменимым на нашем славянском столе. Народные поговорки, загадки, песни и шутки часто упоминают капусту, что подчеркивает ее роль в повседневной жизни. Среди забавных и поучительных народных примет широко известно поверье о том, что детей находят в капусте. Это символизирует плодородие и новую жизнь, а также служит способом объяснения детям происхождения младенцев. Внебрачных детей когда-то называли капустничками, что также отражало связь капусты с началом жизни. Капуста давно известна своими и лекарственными свойствами. Против кашля, например, и головной боли. Сок капусты иногда в смеси с медом использовался для лечения кашля как обезболивающее средство при головных болях. Также капусту использовали для заживления ран и ожогов. Свежие листья капусты прикладывали к ранам или к ожогам, чтобы ускорить процесс заживления и предотвратить инфекцию.
Также капусту использовали и при беременности. Считалось, что потребление семян капусты может помочь предотвратить выкидыш. Также капусту использовали и для лечения похмелья. Рассол квашеной капусты традиционно использовался для облегчения симптомов похмелья благодаря своим очищающим и восстанавливающим свойствам. Кроме того, до сегодняшний день, 29 апреля, вы можете уделить время самому себе, своим мыслям и духовному развитию, а также заняться садово-огородными работами. В этот день целесообразно минимизировать социальные контакты и посвятить время тишине и размышлениям, что поможет вам оставаться спокойным и собранным. Кроме того, 29 апреля подходит для того, чтобы заняться посадкой рассады. Овощные культуры, такие как капуста, помидоры, огурцы, нуждаются в своевременной пересадке в открытый грунт или в более крупные контейнера для дальнейшего роста. Помните о том, что капусту лучше всего сажать в прохладную погоду, так как она требовательна к влажности и температуре. Для помидоров необходимо обеспечить достаточное количество света и защиту от ветра, особенно в начальный период роста. Ну а огурцы предпочитают более теплую почву, поэтому убедитесь, что ночные температуры достаточно высоки перед посадкой. А вот побелка деревьев – это важный агротехнический прием, который не только защищает деревья от вредителей и болезней, но и предотвращает перегрев стволов весной. Для побелки используются специальные садовые краски или известковый раствор, который наносят на стволы и нижнюю часть ветвей. Что же нельзя было делать 29 апреля по народным приметам? Дело в том, что 29 апреля в народном календаре отмечается как День Ирины Рассадницы, связанный с посадкой овощей, особенно капусты. Этот день сопровождается не только специфическими агротехническими действиями, но и рядом запретов и обрядов, призванных обеспечить богатый урожай и защитить рассаду от негативного воздействия. Поэтому наши предки придавали большое значение соблюдению определенных ритуалов при посадке капусты. Считалось, что несоблюдение традиций может привести к плохому урожаю или даже к его полному отсутствию. Вот несколько действий, которые следовало избегать делать 29 апреля. Игнорировать время посадки. Капусту нужно сажать строго в определенный день, чтобы она успела укорениться и адаптироваться к условиям до наступления жары. Выбор неподходящего времени мог считаться игнорированием природных ритмов и вести к ухудшению роста растений. По традиции, женщина, занимающаяся посадкой, должна была надеть лохмотья, которые напоминали бы капустные листья. Это символизировало единение с природой и культурой, которую она выращивала. Также использование треснутого горшка с крапивой помогало защитить рассаду от сглаза и зависти, что считалось критически важным для обеспечения здоровья растений. Также в день Ирины Рассадницы категорически запрещается причинять вред растениям. Нельзя топтать, срывать или каким-либо другим образом повреждать растения, включая те, которые уже посажены, или те, которые еще только будут высаживаться. Считается, что святая Ирина не одобряет такого поведения и может наказать нарушителя, а также его семью болезнями и чередой неудач. Это связано с глубокой связью человека с землей, которую наши предки воспринимали как священную. День Ирины Рассадницы требует не только физической, но и духовной чистоты. Поэтому в этот день запрещалось сквернословить, завидовать, оскорблять других, клеветать и проявлять ревность. В этот день важно поддерживать чистоту своих мыслей и слов, так как негативные эмоции и высказывания могут привести к серьезным последствиям в будущем. Считается, что плохие мысли и слова могут не только испортить отношения с окружающими, но и привлечь неудачу в жизнь человека. Также, как и во все дни Страстной недели, 29 апреля соблюдается строгий пост. Поэтому в этот день постарайтесь воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов и других животных продуктов. И этот день предполагает не только физическое, но и духовное очищение, что подразумевает умеренность в еде и в напитках.
Одним из еще важных ограничений этого дня является запрет на выяснение отношений в спальне. Считается, что недовольство и критика в адрес супруга или супруги в этом личном пространстве могут серьезно повлиять на совместное будущее, увеличивая риск развода. Этот запрет распространяется не только на супругов, но и на всех членов семьи, подчеркивая важность поддержания мира и гармонии в доме. Также 29 апреля не рекомендуется стирать или гладить постельное белье и полотенца. Дело в том, что приметы связывают эти действия с возможностью подхватить лихорадку или другое заболевание, которое может долго держать человека в постели. Кроме того, эта народная примета подчеркивает связь между домашними делами и здоровьем, предостерегая от излишней активности в неудачные дни. Также сегодня для женщин особое было предписание, которое касалось рукоделия. В этот день следует избегать вязания, шитья и вышивания. Считается, что заниматься рукоделием в этот день может привести к путанице не только в нитях, но и в личной жизни и судьбе. Поэтому это очень важно понимать и знать. Вот такой, друзья, у нас с вами день 29 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.